Итак, рисуем металл. Продолжаем пока вот этой цитаделью, да? Она у нас густая, мы ее немного разбавляем, 50 на 50 где-то. И добавим в нее высветление сейчас, вот это вот Валеджа, 71-107. Можно добавить серый, голубой, какой хотите, в принципе. Ну, это на выбор, на ваш, да? Вот мы его подсмешали где-то, и у нас получился вот такой цвет. Что мы показываем? У нас есть металлическая защита для сердца с этой стороны. Вот она одевается вот так, да? Бум. Возьмем больше базового цвета здесь. А здесь у нас будет металл, да? Здесь больше базового цвета. И вот так вот сделаем. Бац. Контуры набросали. Теперь нам нужно показать, что он выпуклый, да? Я пока просто набрасываю, да, блики. Вот как-то так. Это мы просто набросали блики. Теперь нам нужно точно так же набросать шланги. У нас есть артерии, которые переходят в шланги. Вот здесь у нас по эскизу стоит... Так, мы его сначала темным, наверное, да? Стоит имплант прямо на месте артерии. Не силен в анатомии сердца. Наверное, какой-то там артерии, да? Не стал изучать его особо. Сейчас сначала мы с вами рисуем, набрасываем. Добавить, ну, саму форму этого импланта. Она у нас круглая, но она будет у нас шипчиками такими. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас покажу вам. Итак, теперь нам нужно сделать визуализацию объема нашего самой артерии, самой трубки, да? Мы это делаем вот так, да? Полукругом, что она торчит на нас, как бы немного идет. 3D эффект делаем с вами. Поэтому это соблюдаем правило. Вот она выходит. И она как бы заходит опять же за шестерню. Поэтому вот здесь так, ровненько, потом так, потом вот так уже пошла на изгиб в эту сторону, видите, да? Началось вот так. Потом мы, соответственно, рисуем изгиб в другую сторону. Так, дальше. Здесь есть тоже еще одна, оттуда идет у нас большая артерия. Мы ее вот сюда загнули. Она идет как бы за сердцем уже немного, да? Вот так ее раз. Раз. Сюда загоним. Не очень красиво. Так, надо подумать. Не нравится мне эффект. Давайте-ка мы это немножко закрасим. Некрасиво получается. Просто некрасиво, поэтому мы это исправляем. Не то немного. Так, куда мы ее пустим тогда? Можем с вами просто пустить ее вот сюда, попробовать. Вот она идет сюда, и что она просто торчит. Вот так вот. Да и все. Так, много краски. Я все еще смешиваю два цвета, да? Это светлая часть. Добавим-ка черного немного и сделаем темную часть. Вот так вот. Раз. Растянем. Это все еще наброски, поэтому вот уже видите, да? У нас получается сердце с имплантами. Сейчас мы нарисуем еще одну штуку вот здесь вот.
Добавим еще немного этого цвета, он потому что он нужен потемнее. И нарисуем здесь такую крутую штуковину. Это у нас такой, не знаю, приблуда какая-то такая у нас на сердце стоит. Так, размешиваю со светло-желтым. Нашу приблуду надо прорисовать. Она у нас будет непростая, а такая несколько уровней. Это все можно сначала, ну, чтобы вам не маяться, то есть можно сначала это нарисовать карандашом. Я не особо люблю иногда это делать. Иногда надо, иногда нет, считаю. Так, вот смотрите. Теперь у нас оно поставлено на сердце с помощью вот таких вот лап. Мы эти лапы сейчас нарисуем. Оно держится за них прям. Тынч. Вот здесь одна будет. Здесь одна. Это даст визуальный эффект такой, действительно, знаете. Как будто как чужой присосался просто к организму. Все-таки мы хотим же создать эффект бионического такого, полумеханического бионического сердца. Вот у нас вот такой вот получается эффект пока что. Так, дальше у нас здесь идет трубка такая. Так, надо тоже взять смесь. Я два цвета пока использую. Те же самые. Чтобы создавать эффект, да, 3D, мы рисуем под углом некоторым. Видите, да? Не круглое, не овальное, под углом. Так, взять немного черного надо. И вот здесь вот мы дадим такую окантовочку. Так, вот там побольше желтого возьму и сделаю. Так, воды много, зараза. Чтобы у вас был эффект, все-таки, что он торчит сюда под углом небольшим, да, поэтому мы это и делаем. Раз. Раз. Так, ну здесь поправить надо. Давайте поправим. Так, площадка. Мы площадку сделаем вот так вот потемней. И все. Создается такой эффект глубокой детали, да? Нам для нашей бионики это и нужно. То есть мы вот здесь сделали, да? И там сделали. Так, ну это все еще эскиз, поэтому мы можем так и бросить его. Так, ну я подрисую некоторые детали. Поскольку сейчас она стоит кривовато, видите, да? Визуально. И это надо исправить. Сложности именно из-за того, что возникает из-за того, что она изогнутая. Поверхность нашей детальки. И вы не всегда видите, где правильно, где неправильно расположить линию. Ну вот сейчас мы поправим. Вот здесь вот залезли, да? Это ничего. Это мы исправим. Так. Вот у нас вставка на сердце есть уже. Видите, рисуем мы недолго, и у нас уже, в принципе, картинка образовалась, которая нам нужна с вами.
Единственное, что я упустил, это вот сейчас смотрю на свой эскиз. Вот эта вот штуковина у нас идет таким отдельным таким элементом. Поэтому давайте возьмем коричневого. И вот здесь подзакроем, сделаем вот так вот. Все-таки это у нас оказалась полукруглая штуковина какая-то. Надо это дело показать. Что это такое предсердие или, не знаю, мешок какой-то. И здесь идет таким же коричневым цветом еще один мешок. Вот так вот. Видите, да? Подрастили тихонько. Если пузырики появляются, помните, да? Дунул, они исчезли. Вот, в принципе, и эскиз нашего сердца готов. Сейчас мы немножко подрастянем розовый. В самых пиковых местах додадим его, что он все-таки здесь вот выпуклость идет. Но мы дальше будем рисовать, посмотрите, как еще, ну, как мы это усилим эффект. Пока что мы берем оранжевый. И, как я говорил, уже сводим, растягиваем наш розовый на нет. Ну, в переход в оранжевый, чтобы был. Раз, 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 раз. Излишки краски всегда не стесняйтесь убирать. Очень сильно подходит палец. Почему палец подходит быстрее, то есть носите перчатки? Потому что он ближе, и не надо тянуться ни к воде, ни к палитре. Это скорость все-таки акрила большая для засыхания, поэтому это экономит вам время. Запомните. Вот. Вот наше сердечко. Мы накидали здесь все нужные нам элементы, какие хотели. Теперь остается только прорисовать его. И все. Чем мы, наверное, с вами и займемся сейчас прям, да? Что мы первое сделаем? Смешиваю черный и коричневый наш, который базовый. Добавляю немного воды, поскольку это уже подсохло. И нам нужно накидать с вами сосуды на сердце. Давайте вот по этой разграничающей пойдем штуковины. Сосуды должны как бы повторять. Вообще в этом фрихенде они будут нам подчеркивать изгибы нужные нам, да? Изгибы вот этих мешков сосудов, чтобы у нас, ну, визуально еще более подчеркнулось. Это очень красиво сейчас будет, смотрите. Я рисую первый раз сердце, сразу говорю вам. То есть у меня нет навыков по рисованию сердца никаких. Если кто-то сомневается, можете посмотреть. Я в моих работах ни на Фейсбуке, нигде ничего не рисовал. Вот, видите, уже дает эффект. Такая же совершенно штука надо, наверное, вывести вот отсюда еще одну, чтобы она также обняла. И вот здесь зашла сюда и таким же сгибом сюда. Вот она идеально просто подчеркнула, да? Наши все изгибы, плюс дала нам кровеносную систему нужную. Еще одну такую же штучку пустим вот сюда вот. Вот так вот. Она будет обнимать. Мы еще прорисуем их, да? Вот такие нехитрые визуальные приемчики. Запоминайте, они подчеркивают объем. Нам и нужно вот изгибы, объем подчеркнуло, чтобы, да? Вот уже у нас сердечко. Единственное, еще, наверное, добавлю механических вещей разных. Электродов, так скажем. И сделаю это прямо сейчас. Вот здесь, я думаю, один будет. Так, надо... Ну, базовый наш
черно-зеленый вот этот берем, морской волны, цвет морской волны. Поставим пока сюда вот такую блямбочку, а там дальше разберемся. Что нам еще нужно было сделать, да? На эскизе у нас есть такие вот заклепочки. Визуально они расположены у нас, видите, вот под углом, то есть они сюда идут. Поэтому нам нужно что, во-первых, больше желтого. Ну, это не желтый, а оливковый, светлый цвет вот этот вот. Я добавляю его в базу нашу и хочу накидать визуальный эффект, что вот на самой верхушке стоит заклепка. Здесь чисто желтым возьмем, ну, вот этим вот светлым чисто, поскольку она как бы там видна и блестит. Дальше идет у нас уже более круглая сюда. Много. Этого много. Нет. Закрашиваем нафиг. Давайте этой краской и закрасим. Вот эти вот все закрашивания, это все последствия отсутствия плана в работе и отсутствия эскиза на самой палитре нашей, на самой детали. Мне это нравится, но вам не советую. Сразу говорю. Мы сделаем вот так. С небольшим шагом ее поставим здесь заклепку, эту круглую поставим побольше вот здесь. Теперь нам нужно взять черный цвет на кисточку и подчеркнуть ее, эту заклепку, форму. Она полуовальная, видите, не круглая, чтобы сохранить эффект визуальный. Единственное, что нам маловато в размере получилось, надо, чтобы они соответствовали по диаметру вот этой вот побольше. Это просто желтый цвет. Я дал, накидал места, которые будут блестеть. Ладно, этим же желтым. Так, что еще? Что еще добавить бы нам? Возьмем базу. Чисто базу возьмем, да? Смешаем с нашим оливковым. И, наверное, сделаем здесь... Ага. Вот такую штуку. Раз. И вторую такую же. Раз. Ну, теперь нужно взять черный цвет. И дать контур этому всему. Самым кончиком. Повторю, рисую кисточками Рублев. Очень хорошие кисточки. Крайне хорошие. Замечательные, я бы сказал даже. Жалко, долго не живут. У меня вот закончился запас уже. Я беру на месяц где-то. Мне хватает. Но в связи с этим вот дурацким коронавирусом, придуманным абсолютно, пандемии вот этой вот, то есть коронавирус, я не против, что коронавирусы есть. Они, конечно, есть. Они всегда были. Вот эту истерику с ними. Это перебор, конечно. Из-за этого у нас ничего не работает. Теперь я думаю, знаете, что сделать? Надо железную часть соединить с живой плотью. Давайте так и сделаем. Возьмем отсюда скобу, поставим и направим вот сюда. И вот так вот раз. Нет, некрасиво. Так некрасиво будет. Так, прямо.
Не то, если мы вот так сделаем. Смотрите. Вот так. Раз, точно. Смотрите, что получается. Прям процесс творчества происходит на ваших глазах. Почему? Ну, это еще плюс вам будет тому, что вы поймете, как это все происходит. Если у вас есть план, как у мистера Фикса из знаменитого мультика, то вы, конечно, можете работать по плану и избежите всех нюансов. У меня плана нет. Это отчасти, повторю, для того, чтобы показать вам, как это все, как весь процесс происходит. Ну и во-вторых, я не особо люблю планы. Планирование убивает создание шедевров. Потому что я глубоко убежден, что все мы, все, кто рисует, рисуем, скажем так, не совсем мы даже. Поэтому нашими руками тут рисуют. Это мое такое подозрение. Ну вот, мы накидали наш эскиз, подработали его, останется его проработать. На этом пока что прервемся, потому что уже 21 минута, 22 почти мы работаем. Поэтому вот в общей сложности у нас это заняло, полчаса, да? И вот он, эскиз, набросок, готов. Немножко, конечно, эффект такой живодерный получился. Надо будет подумать, как это подисправить. Все, ребята, дальше